Всем привет! С вами Аристократ и Ларри. А это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Я смотрю, прям у тебя сегодня глаза горят. Принесла, наверное, на обзор что-нибудь интересное? Да, но это не просто классная фигурка, это фигурка от компании, которую мы раньше не обозревали. И художник у нее с непроизносимым именем, которое переводится как «Деревня Лотос». А имя вот, читайте сами. Ну так, имя мы уже поняли, а что в итоге с фигуркой-то? Сейчас спою. Слушай, может, не надо? Надо. I have a dog. I have a human. Human dog. Ты только что могла покалечить две мои фигурки. Но я принесла тебе одну крутую. Ну да, покалечила две, принесла одну. Занимательная математика от Ларри. Все-то тебе не так. Вообще классная фигурка от китайской компании Cool Model Figure, которая специализируется на гипердетализированных фигурках в масштабе 1/6. А релиз когда был? Релиз был в сентябре 2015 года, но это в Китае. В Штатах предзаказы на него принимались двумя магазинами, вот этим и вот этим. И открылись они в январе 2016 года. Ну, в начале. Январь-февраль. А стоил сколько? Примерно $200. А размер какой? 30 сантиметров. Так, стоп, это экзамен, что ли? Ну почти. Давай открывать. На самом деле у фигурки было две коробки. Все обычная почтовая и, собственно говоря, две вот такие вот оформленные. Внешняя и внутренняя. Давай, тяни на себя. Тяни. А это... Основной бокс. Что, я думаю, надо покрутить? Да? Большая коробка из плотного картона, но прекрасна она не этим, а подходом к оформлению. На крышке изображен силуэт нашего героя, истекающего кровью и хромающего вглубь леса, в котором как бы просветами нанесена надпись «Вервульф». Прекрасная атмосферная картина. В нижнем правом углу написано название фигурки, ее порядковый номер в данной серии и пара логотипов производителей. Сверху на крышке фоном изображена верхушка леса, как бы продолжением с лицевой стороны, а внизу крышки крупные пятна крови, которые также являются частью общей картины. Поверх них еще раз нанесены названия фигурки и логотипы. Информация о компании, предупреждения и копирайты с логотипами расположены на обороте коробки. Внутренний бокс плотный. Поднимай крышку. Плотненький. Вот. Ой. Коробка очень... Полиграфия коробки, точнее, хорошая. Вставочка внутренняя. Вот вставочка, она, кстати, двойная. Здесь вот Ой, это фон. Можно скорее поставить всего, да, на будет этот фон для фон. фигурки. Класс. Какой-то комикс. Сейчас мы откроем, посмотрим, или инструкция. Сейчас, что это у нас? Мы видим наклеечка, видимо, или картоночка. Инструкция на китайском. И вот такой вот комикс. Очевидно, история про оборотня. Все на китайском. Это, видимо, китайская версия релиза. Но комикс на китайском. Русского перевода нет. Фигурка. Фигурка. Вон, у тебя, кстати, лицо сейчас было такое же, как у него. Да, вот такое вот. Фигурка... Да, У нее есть две версии. Это версия человека, собственно, как она собрана, и версия оборотня, его перевоплощения. можно собрать две фигурки. Да. Это классно. А еще у него 31 заменяемая деталь. Представляешь, 31. Вот, есть такая вот замечательная курточка оформленная. В крупных планах вот
поподробнее покажем детали. Сними. Шершон! Зачем шуршишь? Я пытаюсь достать. О, достала просто головок. Так, и, собственно, вторая внутренность коробки. Подставки. Это подставка. О, вот она, рука, которая останется или не останется. Это момент превращения. Такая вот куколка. Кровавая. Подставочка. Окровавленная. Сумка. Кусок от подставки. Рваные штаны, это к версии оборотня. Тоже от подставки. Подставки, вот такой вот еще. Это, да, Палочка чтобы от подставки. Вервольф стоял. Все, Вроде больше ничего нет. Точно? Да, Да. больше ничего нет. Затем все. Что, крупные планы? Да, давайте покажем все это поподробнее и о крупных планах. Перед нами прекрасная детализированная фигурка. Лицо персонажа выполнено в комиксовом стиле. Слегка вытянутое к низу, оно имеет впалые щеки и глубоко посаженные глаза, над которыми расположились широкие брови. Небольшие торчащие в стороны бакенбарды и лохматая прическа добавляют лицу волчьи черты, а хмурый взгляд и опущенные к низу уголки рта делают его слегка суровым, хотя ощущение злого персонажа он все же не вызывает. Из дополнительных вещей у фигурки есть заплечная сумка с логотипной надписью колледжа психиатрии, выполненная из ткани, как, впрочем, все, что надето на персонажа. Молнии и застежки на сумке и все одежды интерактивны. Также в комплекте к фигурке в человеческом обличии идет сменная рука в стадии полупревращения. Общего с рукой там, правда, уже мало, а вот с волчьей лапой вполне достаточно. Все точки артикуляции имеют хороший угол при сгибании. Фигурка оборотня также прекрасно детализирована, и если у вас есть запасной телоид и немного одежды для фигурок масштаба 1/6, вы вполне можете собрать его отдельно от человеческой версии. Выдающимся элементом в фигурке волка, несомненно, стала его голова. Огромная пасть с зубами, бешеные глаза и шерсть, стоящая дыбом, выполнены на высоком уровне. В комплекте для версии волка идут оборванные джинсы. Отдельно хочется отметить невероятную подставку-диораму. Производители сделали необычный постамент с огромной корягой, торчащей из каменистого уступа, на которой отчетливо видны следы от когтей оборотня. И даже табличку с названием фигурки стилизовали под камень, поросший мхом. Отличная фигурка. Просто шикарная. На сегодня у нас все. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, рассказывайте о нас своим друзьям. Мы и дальше будем радовать вас невероятно крутыми фигурками. Всем пока!